В этом видео 3 прекрасных десерта с яркой сезонной тыквой. Они такие разные, и выбрать какой-то один просто невозможно. Попробуйте каждый! Привет, друзья! В этом ролике я собрала 3 замечательных сезонных пирога с тыквой. Один будет очень простой и ежедневный, второй в американском стиле с толстым слоем нежной начинки внутри. А третий – это даже не пирог, а целый торт, очень праздничный вариант. При этом для его приготовления даже не нужно включать духовку. Готовить его будем прямо на сковородке, а поэтому процесс будет очень простым и быстрым. Если интересно, продолжайте смотреть. Меня зовут Галина Артеменко. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован под видео. Это тыквенная вариация знаменитого пирога 3 стакана, поэтому количество основных ингредиентов подано именно в этой форме. Но хочу обратить внимание, что многие из тех, кто уже готовил этот пирог, советуют уменьшить количество сахара. Так что если рьяным сладкоежкой вы себя не считаете, уменьшайте. Первым делом смешиваю муку с манкой, сахаром и щепоткой соли. Перемешиваю. Теперь натираю на терке тыкву. Я использую для этого свой кухонный комбайн, чтобы процесс был максимально быстрым. Теперь на мелкой терке снимаю цедру лимона. К тыкве всыпаю 100 граммов сахара и отправляю цедру. Выжимаю и добавляю сок из лимона, чтобы сбалансировать сладость с кислинкой. Перемешиваю смесь для начинки и отставляю ее в сторону. К смеси сухих ингредиентов натираю ледяное подмороженное масло, после чего растираю смесь руками. Также можно измельчить масло с сухими ингредиентами в чаше кухонного комбайна или же порубить масло в сухих ингредиентах ножом до очень мелкой крошки. Устанавливаю на противень, застеленный пергаментом, кольцо диаметром 18 см. Удобнее использовать разъемную форму, так как в этом случае все соки останутся внутри и будут давать дополнительную влажность. На дно кольца всыпаю треть сухой смеси, поверх выкладываю половину тыквенной начинки. Дальше идет еще один сухой слой смеси и еще половина начинки. Сейчас видно, что соки из тыквы проступили из-под кольца. Ничего страшного в этом нет, но иметь это в виду стоит. Завершающий слой – оставшаяся треть сухих ингредиентов. Выпекаю пирог при температуре 200 градусов в течение 30-35 минут. После выпечки даю пирогу остыть в форме, так как он очень нежный. После остывания он стабилизируется и его можно с легкостью нарезать на порции. Список ингредиентов к рецепту сейчас доступен на экране и продублирован в описании. Используя смесь пшеничной и кукурузной муки, я получаю очень нежное и рассыпчатое тесто. За неимением кукурузной муки можно использовать только пшеничную. Тыкву я заранее запекла в духовке до мягкости и использую пюре. Натираю цедру лимона на мелкой терке. В миску всыпаю пшеничную и кукурузную муку, добавляю корицу, соль и половину цедры лимона. Натираю в эту смесь ледяное сливочное масло. Быстро растираю смесь руками, чтобы получить масляные хлопья. Понемногу вливаю в смесь холодную воду и замешиваю тесто быстрыми движениями, пока оно не соберется. Отправляю тесто в кольцо или форму для выпечки диаметром 18-20 см. Формую корж и бортики высотой 4-5 см. Отправляю форму с тестом в холодильник. Пюре из печеной тыквы смешиваю с сахаром, яйцами, корицей, лимонной цедрой и сливками. Пробиваю смесь блендером. Теперь в форму с охлажденным тестом укладываю лист пергамента и всыпаю слой гороха или фасоли в качестве груза. Подпекаю корж при температуре 220 градусов в течение 15 минут. Аккуратно убираю груз и выливаю внутрь коржа тыквенную начинку. Отправляю пирог в духовку, убавляю температуру до 175 градусов и пеку в течение 30-35 минут. Пирог готов, когда по периметру начинки появятся небольшие трещинки, а серединка должна все еще немного подрагивать. За счет оставшейся температуры начинка дойдет и после остывания схватится, но при этом останется невероятно нежной и кремовой, нежнее, чем у чизкейка.
Список ингредиентов сейчас доступен на экране и продублирован в описании. Как и в случае с предыдущим рецептом, тыкву я заранее запекла, целую половинку не очищая. С уже готовой тыквы кожура снимается намного легче и получается очень удобно. Готовлю тесто. К тыкве вливаю растительное масло, вбиваю яйцо и всыпаю сахар. Смешиваю смесь блендером. К половине муки всыпаю разрыхлитель и перемешиваю. Отправляю муку к тыквенной массе, вымешиваю. Вторую половину муки всыпаю частями, чтобы не переборщить. Муки может войти чуть меньше или чуть больше. Тесто должно оставаться мягким и слегка липким, чтобы готовые коржи были нежными. Переваливаю тесто на густо присыпанный мукой стол и недолго мешу его, чтобы оно стало удобным. Сейчас хорошо видно, каким получается тесто. Делю тесто на 8 частей и подкатываю каждую в колобок. Раскатываю каждый колобок в пласт диаметром 20-22 см. Рабочий стол у меня при этом щедро припылен мукой, чтобы тесто не прилипало. Вырежьте из пласта ровный корж, я использую тарелку как шаблон. Накалываю корж вилкой и отправляю его на хорошо разогретую сухую сковороду. Накрываю сковородку крышкой и пеку корж на минимальном огне в течение 1,5 минут. Затем крышку снимаю, переворачиваю корж на другую сторону. Пеку еще секунд 30, после чего со сковороды снимаю. Раскатываю и пеку коржи из остальных частей теста. Готовлю крем. Смешиваю творог с корицей и сахарной пудрой. Перемешиваю и вливаю четвертую часть из общего объема сливок. Пробиваю смесь блендером, чтобы получить гладкую текстуру. Оставшиеся охлажденные сливки взбиваю до пышности, но еще пока не до кремовости. К сливкам отправляю пару ложек творожной массы и взбиваю. Когда первая часть творога разойдется, отправляю в крем оставшуюся часть и взбиваю до пышного и нежного крема. Переслаиваю коржи творожным кремом. Пару-тройку столовых ложек крема я откладываю для финальной отделки. Убираю его в холодильник. Уложив последний корж на торт, его не смазываю. Укладываю сверху небольшую досточку и немного прижимаю. Делаю это бережно, чтобы хорошо распределить крем, но при этом так, чтобы не выдавить его наружу. Оборачиваю торт пищевой пленкой и отправляю в холодильник на ночь. Так коржи торта отлично пропитаются и края не подсохнут. После пропитки аккуратно подрезаю края, чтобы выровнять торт. Можно пропустить этот этап, если идеальная ровность торта момент не принципиальный. Отложенным кремом отделываю бока и верх торта. Украшаю по наитию, но можно оставить его и просто в креме. В следующем ролике будем начинать готовиться ко вкусным праздникам и приготовим натуральный и вкуснейший домашний сыр без каких-то специфических ингредиентов, то есть без ферментов, без заквасок. Все будет из тех продуктов, которые есть у нас регулярно в холодильниках. На основе всего одного рецепта получим целых 6 вариантов готового сыра. Получится целая сырная тарелка. Так что подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной. Жмите на колокольчик, а этому ролику ставьте лайк, если он вам понравился. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».